Не все любят сюрпризы, и на то есть веские причины. Иногда нам хочется порадовать любимого человека чем-то неожиданным, но вместо этого мы сами очень удивляемся. Эта история разворачивалась в течение нескольких лет, и ее кульминацию могли наблюдать тысячи пользователей по всему миру благодаря интернету. Имена главных героев неизвестны широкой публике, но мы знаем о событиях, которые предшествовали происходящему на фотографии. Парень и девушка из Китая познакомились, когда были еще подростками. Они почти сразу влюбились друг в друга, начали встречаться. Парень прекрасно ухаживал за своей девушкой, постоянно дарил ей цветы, приглашал на свидание. Пара проводила довольно много времени вместе, они были знакомы с родителями друг друга. Так продолжалось несколько лет. Но однажды произошло нечто, что стало серьезным испытанием для молодых людей. Девушке пришлось уехать на работу в отдаленный регион Китая за несколько тысяч километров от своего парня. Она должна была пробыть в другом городе целый год. Парню очень не хотелось расставаться со своей возлюбленной, поэтому он предложил ей продолжить свидание. Она с радостью согласилась. Они решили, что будут каждый день писать друг другу в социальных сетях, звонить друг другу по видео. Ведь любые отношения можно сохранить, даже если вас разделяют сотни километров. Парню и девушке пришлось прожить врозь всего год. Они оба понимали, что способны справиться с такой задачей. Парень был очень расстроен, но полон решимости сохранить отношения. Девушка ушла, оставив своего возлюбленного одного. Оказавшись на месте, она сразу же написала ему. Они стали общаться практически каждый день. Парень позвонил своей возлюбленной в то самое время, когда девушка пришла домой с работы. Это продолжалось несколько месяцев. Но однажды герой этой истории стал замечать, что девушка ведет себя странно. Она стала немного отстраненной, торопясь закончить разговор. Когда парень спросил ее, что случилось, она сослалась на трудности в работе. Но парень почувствовал, что что-то не так. И он решил прийти к своей возлюбленной, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Поддерживать отношения на расстоянии — дело непростое, и еще сложнее помочь человеку, поддержать его в трудную минуту по видео. Итак, наш герой решил отправиться на другой конец Китая к своей возлюбленной. Он купил билет на самолет, а также приготовил костюм медведя в полный рост, чтобы удивить свою возлюбленную. Парень знал, где работает девушка, поэтому ему пришлось подождать, пока она закончит свои официальные дела. В офисном центре, где работала героиня рассказа, на первом этаже находился небольшой развлекательный центр с кофейней и игровыми автоматами. Парень облачился в костюм гигантского медведя и ждал свою единственную. Вот только то, что произошло дальше, стало для него большим сюрпризом. И он определенно не был рад их встрече. Встревоженный большой медведь вглядывался в толпу, чтобы увидеть свою возлюбленную, удивить ее своим неожиданным появлением. Вот просто сюрприз ему преподнесли. Когда парень наконец нашел глазами свою девушку, он просто не мог поверить в то, что увидел. Та, к кому он приехал на другой конец Китая, преодолев 2400 километров, стояла в обнимку с каким-то парнем. Молодой человек со слезами на глазах снял голову большого медведя. Девушка была шокирована, когда поняла, кто был внутри костюма. Немая сцена заняла несколько секунд. Затем девушка побежала за парнем, который быстро покидал место своего позора. Красавице удалось догнать расстроенного молодого человека. Она начала извиняться перед парнем, говоря ему, что на самом деле любит только его. В конце этой трагической сцены красавица крепко обняла расстроенного молодого человека в забавном костюме медведя. Фотографии с места происшествия быстро распространились по всему миру, став вирусными. Людям было интересно узнать, простил ли парень неверную девушку. К сожалению, концовка этой истории неизвестна никому, кроме ее участников. Парень проехал больше 100 километров, чтобы доставить удовольствие своей девушке. Но его усилия были напрасны, ей явно не было скучно в объятиях другого.
Неясно, простил ли бедняга свою возлюбленную, с которой его связывали долгие годы серьезных отношений. А что бы вы сделали на его месте в этой ситуации?